Друзья, всем привет! Я хочу сегодня поделиться своими ощущениями. Сегодня была на массажном форуме, выступала там, делала презентацию и по теме эргономика в массаже. Здесь у меня есть вот шпаргалка некая, и сегодня хочу рассказать про эргономику в массаже. Валерия мне будет сегодня помогать в своем красивом купальнике ярком. На самом деле здорово, да, мне так понравился он, прям такой яркий, красивый. Ну, вернусь я к эргономике. Итак, простыми словами, что такое эргономика? Эргономика – это когда мы прилагаем минимум усилий и достигаем максимум эффекта. Ну, это умение, то есть в первую очередь, вот мне подсказывает здесь мой телефон, мои записи, что это умение достигать максимальной эффективности при минимальной затрате энергии. В массаже это очень важно. Я рассказывала сегодня про факторы, влияющие на эргономику. Они, конечно, могут быть и внутренние, и внешние факторы, но как-то я разделила про то, что эти факторы... Так, эти факторы, вот они, значит, площадь кабинета сама по себе. Что я буду делать массаж и буду как раз рассказывать. Площадь кабинета. Как же площадь кабинета может влиять на эргономику? Очень просто. Бывало так, что я сталкивалась, когда кабинет был очень маленьким. Действительно, были такие моменты. Я помню, пришла работать в салон, хотела там работать, но там оказался очень маленький кабинет, и там было очень неудобно. То есть кушетка стояла прям вплотную к стене с одной стороны, вот, и почти вплотную к другой стене. И мне негде было развернуться. А так как я привыкла работать телом, и это мне дает тратить меньше усилий, с максимумом результата, да, то есть результат большой, такой хороший, явный, яркий, а сил я прилагаю не очень много. И это, конечно, очень мешало. То есть я не могла отойти от кушетки, я тут же упиралась в стенку. Поэтому я себе записала, что площадь кабинета, она влияет на эргономику. Потом я думала, что же еще может влиять на эргономику. И также влияет высота кушетки. Понятно, что высота кушетки, она может быть и не так важна, а важнее скорее, какой клиент по объему на ней располагается, на этой кушетке. И как обычно я говорю, что если я подхожу к зоне и руку ставлю в ладошку, сгибаю под углом 90 градусов, и зона, которую я прорабатываю, она должна быть под моей ладошкой. Если эта зона выше, тогда я немножко должна адаптироваться и немного отходить в сторону. Если эта зона ниже, я могу подходить близко, чтобы с достаточной силой воздействовать на эту зону. Поэтому высота кушетки, я помню, была у меня низкая кушетка, и она не регулировалась. Я проработала полмесяца на ней, я чувствовала, что мне неудобно. И потом у меня были проблемы со спиной, были боли в спине. Потом расположение клиента на кушетке. Тоже достаточно такой важный момент, который может влиять на эргономику. Ну, то есть клиент может лежать криво, например, на кушетке. Это не очень удобно. А как он может еще лежать? Ну, не знаю, двигаться как-то постоянно, когда мастер просит, хочет проработать какую-то зону достаточно сильно и просит там клиента руки вдоль тела положить, а клиенту неудобно. И мастер тогда должен приспособиться. Ну, и это тоже может влиять на эргономику массажа. То есть, опять же, расположение клиента как-то валик, да, если мы делаем стопы, то без валика это будет тяжело.
сделать, когда я беру стопу, удерживаю ее на валике и делаю какие-то определенные движения. Мне это помогает. Это валик помогает, потому что если бы стопа удерживалась на самой кушетке, мне бы приходилось очень низко наклоняться, да, и более глубоко приседать. Потом тоже для меня это самый важный, наверное, навык удерживания внимания на собственном теле. И я про этот навык очень хорошо рассказываю, как его развить и вообще как с ним быть, с этим навыком, в онлайн-уроке по балийскому массажу. Вы можете перейти на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобрести этот урок. Так вот, в чем же здесь суть? Навык удерживания внимания на собственном теле. Когда вы свое внимание распределяете на движение, которое вы делаете, и потом в какой-то момент распределяете внимание на то, как вы двигаетесь, какая мышца у вас напрягается, как вы держите спину. То есть поднимается ли сейчас у меня рука или спина ровная, я больше работаю весом, да? Или я стою и просто делаю движение без движений телом в статике. Это важный такой момент, потому что когда я работаю телом, когда я напрягаю правильные мышцы, когда я работаю под правильным углом, оказываю силу под правильным углом, я меньше трачу сил. И это также является эргономикой. На самом деле я в каждом уроке это рассказываю, в любом своем онлайн-обучении по массажу. Но вот сегодня так кратенько решила такой обзор сделать. Меня этот форум вдохновил сегодняшний. Ну, как я говорила, приложение силы под определенным углом. Если я прорабатываю одну зону, значит я стою под углом 90 градусов. Если хочу проработать другую зону, стою под углом 90 градусов в другой зоне. Ну, то есть если мне нужно проработать там эту зону, также я там под углом 90 градусов стою и прорабатываю. Если руку, то к руке, да, под углом 90 градусов и прорабатываю. Либо так, стою и прорабатываю руку такими движениями. И вот этот угол приложения силы также очень важен, потому что если я захочу проработать вот эту зону, оставаясь в одном и том же положении, в котором я прорабатывала заднюю поверхность бедра, я тогда буду неправильно сгибать кисть, она будет, вот этот сустав лучезапястный будет страдать, либо я буду стараться такое движение сделать именно позвоночником, и тогда тоже это не будет правильно. Вот это скручивание и приложение силы может негативно отразиться на позвоночнике. Дальше скорость воздействия. Чем я медленнее воздействую, тем глубже у меня получается массаж. Больно, нет? Нет. Нормально. Угу. И если я буду быстро воздействовать, он более поверхностный получается. Но когда я воздействую быстро, я не могу работать телом. Сейчас я работаю только руками. Трачу много сил. И сила у меня идет именно от рук. И когда я работаю медленно, только тогда я могу прикладывать вес тела. Вот что это значит. Про то, что скорость воздействия. Дальше удобная обувь и одежда мастера. Это также, если будет также важно, потому что если обувь будет неудобная, будет сковывать движение, если будет одежда неудобная, каких-то там движений, которые нужно будет делать, таких вот больших, тоже вы их не сделаете.
Опять же, если обувь неудобная, например, скользкий пол, а мне нужно упираться в пол, да, мне нужно фиксировать свое тело. Когда я делаю сильные движения, мне нужно, чтобы не было вот этого скользкого момента. И если он есть, и пол таков, ну, конечно, нужно тогда подбирать определенную обувь. Тоже в этом смысле. Не только для стопы, но и для того, чтобы удобно работать и фиксироваться хорошо. Дальше знание протокола процедуры. Если вы не знаете движений, хотя бы 3 движения, какие делаете в массаже, конечно, вы будете вспоминать и будете транслировать неуверенность. И здесь уже даже не идет речь о том, чтобы подключать тело. То есть хотя бы 3 движения нужно знать. Я не знаю, там валики, там костяшки, я не знаю, что еще. Ну, там пальцами можно поработать. А их всего 3 есть. То есть вот протоколы, процедуры, знания, что зачем идет тоже, да. Сначала там как-то... А что сначала? Сначала то, что клиента беспокоит, то мы и делаем сначала, то мы и делаем эту зону, которая беспокоит клиента. Или когда мы делаем там антицеллюлитный массаж, сначала прорабатываем больше бедро, а потом уже голени возвращаемся. Хотя бы вот это знание, оно должно быть. Иначе будет такая некая потерянность. И здесь уже не до внимания к собственному телу и как вы делаете движение. И количество масла, конечно, на прорабатываемой зоне. То есть если я понимаю, что мне сейчас нужно делать какие-то движения, которые дают глубину с маленьким количеством масла, тогда я не добавляю много масла. Если я понимаю, что сейчас я хочу сделать движения, которые дают глубину и хорошее воздействие с большим количеством масла, ну, например, работа костяшками, да, то я нанесу большое количество масла и буду уже работать костяшками, и тогда мне можно тратить меньше энергии, меньше сил для того, чтобы клиент почувствовал силу. Если эти же движения буду делать без большого количества масла, клиент не будет чувствовать вот такой же силы. А затрачивать я буду энергии также, а иногда даже и больше. Поэтому количество масла тоже очень влияет на эргономику. Вроде бы все. Все я рассказала, поделилась, чем хотела. И презентации с форума тоже. Так что, друзья, ставьте лайки, переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн обучение по массажу. Всем пока!